В этом видео хочется поговорить о реальной ситуации на рынке недвижимости Северного Кипра на конец 2025 года. Это видео в первую очередь будет полезно агентам или будущим агентам, тем, кто хочет связать свою жизнь или построить карьеру в сфере недвижимости на Северном Кипре. Так что если вы задумываетесь о работе в нашей компании или в какой-либо другой, это точно рекомендуется к просмотру, однозначно смотреть стоит. Ну а если вы собственник недвижимости, который планирует продажу в ближайшее время, или может быть вы покупатель, который заинтересован в покупке, как минимум тоже будет полезно и познавательно, если вы хотите сами во всем разобраться и не доверяете агентам, либо, может быть, у вас нет человека, который может вам все это рассказать лично. Первое, что хотелось бы сказать агентам, неважно потенциальным или уже опытным, больше на Северном Кипре халявы не будет. Просто рассказывая сказки клиентам про райский остров и зарабатывать на этом кучу денег, ничего не делая, больше не выйдет. Почему? Да потому что цены уже не те. Северный Кипр уже не такой дешевый, как был раньше. Если раньше условный британец или немец приезжал сюда в ваш инвестиционный тур и видел просто, что у него действительно остров с 300 солнечными днями в году и квартира на нем недалеко от моря продается за условные там 50 тысяч евро, а у него в родном условном Мюнхене от 300 тысяч только однушки начинаются, естественно, он не глядя это будет покупать, если у него такие деньги есть, и он может себе это позволить. И это было совершенно справедливо и совершенно уместно. Но сейчас, когда на Северном Кипре цены на недвижимость приближаются к среднеевропейским, покупатель уже будет смотреть на цены, выбирать. И покупать будет то, что ему действительно нужно, а не все, что плохо лежит. Второе. Многие агенты винят закон 2024 года, ограничивающий покупку недвижимости иностранцами, как то, что вот было же все хорошо, текли инвестиции рекой, у нас была куча сделок, и нам все это резко, вот как рубильником обрубили, кормушку прикрыли, все, теперь Северный Кипр иностранцам не интересен, рынок умер. Нет, рынок не умер. И закон тут ни в чем не виноват. Он стал триггером, который изменил этот рынок, но тенденция шла. Смотрите, возьмем любой рынок, неважно, недвижимость, это крипта, это ценные бумаги. Всегда он волатильный, он всегда растет, стагнирует, остывает, потом опять разгоняется. Сколько лет рынок недвижимости рос до 2024 года. И уже в 2023 было понятно, что цены близки к тому, чтобы рынок начал остывать. Закон 2024 года стал просто триггером к тому, чтобы ситуация поменялась. Но не закон изменил рынок и лишил вас огромного заработка. Далее. Рынок не умер. Для кого делается недвижимость? Для вас, уважаемые опытные агенты, может быть, конечно же, для вас, для инвестиций, для того, чтобы там зарабатывать на этом. Но в конечном итоге в последних руках недвижимости седает у тех, кому она действительно нужна, кому нужно в ней жить, кому нужно в ней приезжать отдыхать, кому нужно, может быть, сдавать ее в аренду тем, кто приезжает отдыхать, но не хочет или не может себе покупать. Так или иначе, оседает в руках конечных пользователей. И конечные пользователи покупают недвижимость до сих пор. Но если раньше еще было выгодной стратегией налить кучу лидов из условной Польши, пригнать сюда народ автобусами, рассказать им про красивый остров и доходность 30%, и они покупали, то сейчас покупают те, кому действительно нужна недвижимость в пользовании. А значит, что для нас с вами рынок не умер. Он стал сложнее, взрослее и требует более профессионального подхода. И да, теперь придется поработать, чтобы зарабатывать системно, но зарабатывать, помогая людям решать задачи с недвижимостью, можно и как никогда нужно. Сейчас недвижимость покупают те, кто в ней нуждается. А когда человеку нужна недвижимость на Северном Кипре, неважно, находится он внутри страны или еще где-то в другой точке мира, он ищет сам. Он сравнивает, он смотрит, что лучше всего решает задачу. Потому что ищет покупатель всегда на любом рынке? Лучшее решение своей задачи в рамках своего бюджета. Вот давайте условно, если вам сейчас, к примеру, понадобится недвижимость в Сингапуре, что вы будете делать? Листать Инстаграм? Звонить знакомым агентам? В первую очередь вы зайдете в Google, в Яндекс или куда-то еще и наберете на своем языке недвижимость Сингапура. И что первое будет ранжироваться в результатах поиска? Местные агрегаторы. А значит, вы так или иначе будете изучать рынок недвижимости самостоятельно. Сравнивать цены, сравнивать предложения, искать, сколько сейчас вообще может стоить такая недвижимость, которая будет мне нужна. И только после этого, когда рекламные алгоритмы начнут вам в Инстаграме или где-то еще предлагать какие-то предложения по недвижимости, только тогда, может быть, вы пообщаетесь с каким-то риэлтором и посмотрите, что могут предложить они. Но у вас уже не будет такого слепого доверия к абсолютно незнакомому человеку, который вам рассказывает, как здесь классно, и вот срочно надо покупать именно с ним. Если коротко, покупатель сейчас не наш, не ваш, не их, он не сидит ни в чьей базе. Покупатель ищет, выбирает и сравнивает. И если у меня предложение будет выгоднее, чем у вас, он не будет мне говорить: ой, вы знаете, я бы с удовольствием купил квартиру, мне она нравится и по бюджету подходит. Но, сожалею, я не могу, я уже вот в базе у такого-то агента, у такого-то агентства. Но это смешно, серьезно.
Покупатели сейчас так себя не ведут. И это та причина, по которой сейчас рынок меняется, а значит и работа агентов должна меняться. Собственно, покупатель так делал всегда, искал лучшее решение за свои деньги. Но почему раньше это работало, а сейчас не работает? Потому что раньше недвижимость была здесь настолько дешевой по сравнению с другими странами, что можно было купить про запас, можно было купить, чтобы было, а дешевле все равно не станет, а пускай будет, а мне понравилось, а я хочу. Сейчас недвижимость покупают те, кто действительно принял твердое решение, что да, мне нужна недвижимость на Северном Кипре. А такой человек будет принимать решение взвешенно и обоснованно, сравнив все варианты. Что это меняет в работе агента? Это значит, что теперь нужно делать предложение этому рынку и покупателям на этом рынке правильно, осознанно и, главное, конкурентоспособно. Нужно зацепить человека не только красивой картинкой, но и конкурентоспособной ценой. А значит, нужно уметь анализировать рынок, понять, сколько за каждый объект сейчас рынок готов дать и какая стратегия продажи будет самой выигрышной. Но и самое главное, нужно уметь с этой стратегией, с этой воронкой продаж работать, обрабатывать обращения покупателей, отвечать на вопросы, получать от них предложения, проводить переговоры. Это та работа, которая требуется сейчас от агента, чтобы продать любой объект недвижимости. Так зачем в это идти сейчас новичкам, если все стало так сложно и халявы больше нет? Потому что рынок недвижимости на Северном Кипре сейчас как никогда нуждается в адекватных и, главное, профессиональных специалистах. Собственники устали от пляжных агентов, от обещаний золотых гор. Собственники устали от того, что агенты красиво говорят, но ничего не могут сделать. Сейчас время тех, кто может не словом, а делом показывать профессиональную и качественную работу. И если ты хочешь работать честно, в интересах клиента, и зарабатывать не только деньги, но и уважение, DreamHold даст тебе инструменты, поддержку и реальных клиентов, нуждающихся в твоей помощи. В рынке недвижимости разбираться не обязательно. Как раз этому мы научим. Мы научим анализировать рынок, оценивать объекты, предлагать нашим клиентам различные стратегии, которые лучше всего решают их задачи. Вести работу с клиентами честно, последовательно и, самое главное, ответственно. Потому что мы в DreamHold выстраиваем нашу работу не на пустых обещаниях. Весь бизнес строится на том, чтобы помогать людям и конвертировать эту помощь в заработок для себя. Это видео не реклама профессии. Давайте по-честному. Хайп вокруг недвижимости Северного Кипра и работы в сфере недвижимости уже не такой, как был несколько лет назад. Но если вы хотите освоить эту сложную, но явно прибыльную профессию, и такой подход вам откликается, напишите нам, и мы расскажем, как попасть в команду. Рынок изменился, и сейчас он ждет тех, кто готов работать по-настоящему. Может быть, это вы.